Друзья, всем добрый день! Меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале «Вяжите вместе со мной». Сегодня я хочу вам предложить связать вместе со мной вот такую вот чудесную шапочку. Эта шапочка для ребенка примерно от 1,5 до 3 лет. Я думаю, она подойдет. Вот такая она вот воздушная, легкая. Связана эта шапочка рисунком пузырики. Вот так вот они интересно смотрятся. Шапочка это с ушками на завязках, с отворотом. Вот такой вот у нее отворот здесь. Шапочка подойдет как для носки под капюшон в зимнее время года, а в весеннее, осеннее, в теплое время года можно ее носить без капюшона. Ну что, приступаем к вязанию. Итак, что же нам потребуется с вами для вязания шапочки? Вязать я буду шапочку из пряжи Alize Cotton Gold. Это полухлопок. Состав 55% хлопка и 45% акрила. Я буду вязать шапочку на ребенка. На обхват головы 47 сантиметров. Эту шапочку планирую носить под капюшон, поэтому я беру вот такую пряжу полухлопок, чтобы ребенку не было жарко. Вязать шапочку я буду спицами 3 миллиметра, так как хочу, чтобы шапочка у меня получилась плотненькая. Сейчас в зимнее время года ее планирую носить под капюшон, но затем, когда станет тепло, чтобы можно было капюшон снять и шапочку носить без капюшона. Итак, я набрала 94 петли. Вязать резинку я буду сначала поворотными рядами, затем соединю, когда свяжу необходимую мне высоту резинки, я соединю свое вязание и буду продолжать вязать шапочку по кругу. Итак, я провязала резинку высотой 5 сантиметров. Теперь я хочу провязать 2 ряда еще и одновременно отметить, где у меня будут ушки, чтобы потом, когда у меня будет шапочка готова, чтобы я могла очень быстро найти то место, где я буду вывязывать ушки. Итак, будем сейчас с вами расставлять маркеры, чтобы определить, где у нас будут ушки. Итак, сначала продолжаем вязать резинку. 10 петель провязываем, значит, первую снимаем, дальше как у нас идет по рисунку, так и вяжем 10 петель продолжаем вязать резинкой 1 на 1. Так, и ставим маркер. Здесь у нас будет начало первого ушка. Затем провязываем 19 петель лицевыми петлями. Здесь у нас в этом месте будут потом вывязываться ушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот 19 петель. И ставим маркер. Таким образом мы с вами определили место, где будет у нас первое ушко. Затем провязываем 36 петель. Это будет перед нашей шапочки. Но эти 36 петель вяжем, продолжаем вязать по рисунку. То есть продолжаем вязать нашу резинку. Значит, здесь у нас идет изнаночная, затем лицевая, изнаночная и так далее. То есть провязываем 36 петель и ставим маркер. Итак, я провязала 36 петель. Ставим теперь маркер. Так, и теперь вяжем 19 петель. Таким образом отмечаем, где будет у нас второе ушко. Эти 19 петель сейчас вяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Итак, 19. И ставим маркер. Теперь у нас с вами осталось на спице 10 петель. Мы продолжаем вязать резинкой 1 на 1. Итак, мы довязали с вами первый ряд. Разворачиваем вязание. И теперь еще один раз вяжем так, как у нас петли по рисунку. То есть там, где у нас с вами ушки, мы провяжем еще между маркерами вот эти 19 петель, провяжем еще раз лицевыми. А остальные петли, как у нас идут по рисунку. То есть продолжаем вязать резинкой 1 на 1. Итак, доходим до первого маркера. Первые 10 петель вяжем резинкой. Перекидываем маркер. Здесь у нас 19 петель. Вяжем лицевыми. Затем опять резинкой. Затем опять лицевыми, там где ушки. И таким образом провязываем этот ряд. Итак, вот мы с вами довязали ряд. Видите, что у нас получилось. Вот здесь между маркерами у нас лицевые петли. Таким образом мы с вами отметили, где мы потом будем поднимать петли по 19 петель с каждой стороны, чтобы вязать ушки. Теперь разворачиваем вязание. Маркеры теперь можно будет убрать, они нам не нужны. Мы с вами ушки отметили. И теперь вяжем, продолжаем вязать резинку 1 на 1, доходим до маркера. Маркер убираем. И теперь вот здесь, вот, где мы вязали с вами лицевыми петлями, нам нужно вернуться с вами к вывязыванию резинки. Будем продолжать вязать резинку. Значит, здесь у меня последняя петля получилась изнаночная. Значит, дальше я вяжу лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот таким образом продолжаем вязать резинку. И вот так вот продолжаете вязать этот ряд до конца. И вяжете теперь резинку. Продолжаете вязать резинку 1 на 1 высотой еще 5 сантиметров, так как у меня здесь было 5 сантиметров и еще 5 сантиметров. Итак, я связала резинку нужной мне высоты. Вот что у меня получилось. Потом мы вот так вот ее завернем. И вот здесь вот у нас будут с вами вывязываться ушки. Видите? Мы с вами пометили, где у нас с двух сторон будут вывязываться ушки. Теперь мы с вами можем соединить наше полотно в круг. И дальше будем вязать по кругу. Для шапочки я выбрала узор пузырики. Раппорт узора состоит из 4 петель. Сейчас у меня здесь на спицах 94 петли. У меня будет узор 24 раппорта по 4 петли, то есть мне надо 96 петель. Поэтому мне сейчас нужно добавить 2 петли. Я нахожусь сейчас на правой стороне. Первый ряд мы с вами провяжем все петли лицевыми. Затем соединим вот эти два полотна в круг и будем вязать уже с вами по кругу. Итак, первый ряд вяжем все петли лицевыми и не забываем, что нам нужно добавить 2 петли. Добавлять мы будем таким образом: поднимаем протяжку, надеваем на левую спицу и затем скрещенной петлей провязываем эту, вот так вот из протяжки провязываем лицевую петлю. Вот мы с вами одну петлю добавили. Теперь дальше продолжаем вязать и где-нибудь еще примерно на середине ряда еще разочек добавьте одну петлю. Итак, я вот дохожу до конца ряда, провязываем все петли лицевыми.
Теперь нам нужно с вами соединить в круг это наше с полотном. Соединять будем таким образом. Так вот где-нибудь на середине нашего вязания вытягиваем леску. Так, теперь вытягиваем правую спицу и будем вязать теперь нашу шапочку по кругу. А резинку здесь мы с вами потом, когда шапочка будет готова, мы ее сошьем. Так, следующий ряд мы с вами вяжем изнаночными петлями. Первая петля у нас тоже будет изнаночная. Провяжите первую петлю и вот так вот здесь подтяните, чтобы не было у нас дырочки. Итак, теперь вяжем весь ряд изнаночными петлями. Итак, я довязала ряд до конца изнаночными петлями. А теперь я советую вам здесь поставить маркер, чтобы отметить начало ряда. И теперь приступаем вывязывать наш рисунок. Вяжем сначала 6 рядов только лицевыми петлями, то есть лицевой гладью. Вот, маркер поставили. Первая петля у нас лицевая. И дальше также лицевой гладью вяжем 6 рядов. Итак, я довязала ряд до конца. Связала 6 рядов лицевой гладью. Вот что у нас получилось. Теперь непосредственно приступаем к рисунку. Начинаем вывязывать шишечки. Первые 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. Затем, вот где у нас 4 петля, мы спускаемся вниз до того ряда, где у нас были все петли изнаночные. Вот видно очень хорошо. Здесь вот такая полосочка. Итак, спускаемся. Вот видите, в это вот отверстие вставляем спицу и провязываем лицевую петлю. Эту петлю сбрасываем и распускаем. Вот таким образом. Все, мы ее распустили. Итак, следующие 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. 4 петля, спускаемся вниз, вот до вот этого перехвата, там где у нас с вами были изнаночные петли, изнаночный ряд. Вставляем спицу, провязываем лицевую петлю, эту петлю 4 снимаем и ее вот так вот распускаем. Так, вяжем дальше. 1, 2, 3 петли лицевые. 4 петлю спускаемся до изнаночного вот этого ряда. Вот в эту дырочку вставляем спицу, провязываем лицевую петлю, эту петлю снимаем 4 и ее вот так распускаем. Можно ее распускать вот так вот при помощи пальчика или спицей. Так, еще разочек показываю. 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. Так, 4 петля. Вводим спицу вот в это отверстие, которое перед изнаночным рядом. Провязываем лицевую петлю. Эту петлю снимаем и распускаем ее. Так, 1, 2, 3 лицевые. 4 петля. Вводим, провязываем лицевую, эту 4 петлю снимаем, ее распускаем. Можно вот так вот спицей помогать распускать, можно вот так вот пальчиками, как вам удобно.
И вот таким образом вяжем до конца ряда. Вот так вот потом пальчиком поправите. Видите, у нас уже с вами получаются вот такие шишечки. Итак, я вот дошла до конца ряда. Мне осталось один раз сделать еще, так сказать, один пузырик. Значит, 3 лицевых. И перед маркером у меня осталась одна петля. Также ввожу, провязываю лицевой, снимаю эту петлю и распускаю ее таким образом. Все, маркер перекидываем. Теперь следующий ряд мы с вами вяжем изнаночными петлями. Все петли изнаночные до маркера. Затем 6 рядов лицевыми. Затем опять начинаем делать пузырики. И вот таким образом вы вяжете высоту шапочки. Я буду вязать высоту от резинки вверх 13 сантиметров. Итак, я провязала нужную мне высоту шапочки. Вот какой рисунок у меня получился. Данная высота мне достаточно для моей шапочки. Вот 16 сантиметров. Если вам нужно, чтобы шапочка была немножко повыше, то вы можете провязать еще один ряд вот этого узора. Я провязала вот здесь вот сверху один ряд изнаночными петлями. Теперь еще один ряд я провяжу только лицевые петли, ничего не убавляя, просто провяжем лицевыми петлями, а затем уже приступим к убавлению. Теперь приступаем вывязывать макушку нашей шапочки и одновременно будем убавлять. Вот мы дошли до маркера, пересняли маркер. Первый ряд убавления будет у нас такой. Первые 2 петли лицевые, 1, 2, затем следующие 2 петли провязываем вместе лицевой. Далее 1, 2, 2 петли лицевые, затем 2 вместе, следующие 2 вместе петли провязываем вместе лицевой. Итак, 1, 2, 2 петли лицевые, следующие 2 петли вместе лицевой. И таким образом продолжаем убавлять до конца ряда. Итак, я дошла до маркера. Теперь вяжем таким образом. Следующие 3 ряда вяжем без убавления лицевыми петлями. То есть 3 ряда лицевой гладью. Переснимаем маркер и начинаем вязать только лицевыми петлями. Не делаем никаких убавок, просто вяжем лицевыми петлями 3 ряда. Итак, я провязала 3 ряда лицевыми петлями. Теперь следующий ряд мы снова начинаем с вами убавлять. Теперь убавляем таким образом. Одну петлю лицевую вяжем, 2 следующие провязываем вместе лицевой. Итак, лицевая, следующие 2 вместе лицевой. Одна петля лицевая, следующие 2 вместе лицевой. И таким образом провязываете до конца ряда. Затем следующие 3 ряда вяжете только лицевыми петлями по кругу. Итак, я провязала 3 ряда лицевыми петлями. Теперь делаем еще убавки. Теперь убавляем с вами таким образом. Провязываем 2 петли лицевые. Первые 2 петли лицевые, следующие 2 петли вместе лицевыми. То есть провязываем по 2 петли вместе лицевыми. Итак, провязывайте до конца ряда. После этого вновь вяжете 3 ряда только лицевыми петлями. Итак, я провязала 3 ряда лицевыми петлями.
Теперь делаем еще разочек убавки. Убавки делаем таким же образом, как и прошлые, то есть по 2 петли. 2 петли провязываем вместе лицевой. Так, первые 2 петли вместе лицевой, следующие 2 петли вместе лицевой. Итак, делаем убавки до конца ряда. Провязываем по 2 петли вместе лицевой. А теперь провяжем еще один ряд только лицевыми петлями. По кругу один ряд только лицевыми петлями. Так, у нас здесь уже петель осталось совсем немного. Так, доходим до маркера. Так, вот у меня маркер. Переснимаем маркер. И теперь делаем последний раз убавки. Также по 2 петли вместе лицевой. Так, 2 вместе. Еще разочек 2 вместе. И так все петли провязываете. Итак, мы закончили с вами убавление. У нас сейчас вот здесь после убавления осталось 6 петель. Берем с вами ножницы, отрезаем ниточку. Так, переснимаем все эти петли на иголочку. У нас их с вами 6 штук осталось, петелек. Все, и затягиваем их. Ниточку подтянули, чтобы все петли затянуть. Иголочку выводим на левую сторону. И закрепляем, чтобы у нас здесь не распустилось. Я сначала делаю вот так вот узелочек, еще разочек подтягиваю, и затем прячем кончики. Так вот несколько раз можно продеть. Все, берем ножницы, отрезаем. Вот такая макушка у нас с вами получилась. Так, теперь нам нужно с вами сшить резинку. Здесь вот у нас ниточка осталась от набора петель. Берем иголочку и аккуратненько здесь сшиваем. Итак, теперь приступаем вывязывать ушки. Я уже вот одно ушко связала. Вот видите, какое оно получилось. Полностью связала ушко, веревочки. Осталось только вот здесь вот ниточки спрятать. Итак, сейчас я вам покажу, как свяжем второе ушко. Мы с вами, когда вязали отворот шапочки, для ушка мы с вами здесь оставляли 19 петель. Но я после того, как связала первое вот это ушко, решила, что 19 петель это будет сильно широкое вот такое ушко будет. Поэтому я набрала здесь всего 16 петель. Поэтому сейчас и второе ушко я тоже буду вывязывать на 16 петлях. Итак, берем нашу шапочку, поворачиваем вот так к нам лицевой стороной. И вот здесь вот нам хорошо с вами видно вот эти вот петельки, которые мы и будем с вами поднимать. Значит, я вам уже сказала, что я буду вязать ушко из 16 петель.
Я решила, что 19 петель это много. Вы посмотрите по своей шапочке. Если вам 16 петель будет мало, значит вы тогда набираете все вот эти 19 петель, которые мы с вами оставляли на отвороте. Вот здесь отмечали, где будет у нас ушко. Итак, поднимаем таким образом. Вот видно, с одной стороны и с другой стороны идет вот такой вот ряд. Сейчас мы с правой стороны с вами сначала поднимем 16 петель. Вот так прям спицы их поднимаете и считаете. 2, 3, 4, 5, так, 16. Вот я набрала 16 петель, подняла. Теперь спицу так продеваем, разворачиваем нашу шапочку. И теперь с изнаночной стороны вот так вот петельки поднимаем. 1, 2, 3, 4, так, 14, 15. И вот у меня последняя 16 петля. Все, мы с вами петли подняли. Вот так у нас с вами получилось. А теперь берем ниточку, вставляем тут небольшой кончик, потом мы его спрячем. Одну спицу проталкиваем, которая ближе к нам, а правую спицу леску вытягиваем. И теперь будем вязать с вами по кругу 6 рядов лицевой гладью. Итак, я провязала вот 6 рядов. Теперь мы с вами приступим к убавлению. Убавлять будем таким образом. Первую петлю провязываем лицевой. Следующие 2 петли, вторую и третью, мы сначала их разворачиваем. Снимаем на правую спицу, разворачиваем и провязываем 2 вместе лицевой. Для чего мы с вами развернули? Чтобы петельки у нас смотрели влево. Далее вяжем ряд лицевыми петлями до тех пор, пока у нас не останется 3 петли. Вот так вот у нас на спице осталось 3 петли. Мы провязываем вторую и третью петлю вместе лицевой. Здесь нам не нужно их разворачивать. Они у нас смотрят так, как нам надо. И последняя петля у нас лицевая. Так, теперь разворачиваем вязание. На следующей стороне мы с вами убавляем точно таким же образом. Значит, первая петля у нас лицевая, провязываем ее лицевой. Следующие вторую и третью петлю сначала снимаем на правую спицу, затем разворачиваем и провязываем эти 2 петли вместе лицевой. Теперь ряд до конца вяжем лицевыми петлями. Когда у нас с вами останется 3 петли, мы провязываем вторую и третью вместе лицевой за переднюю стенку и последнюю петлю провязываем лицевой петлей. Разворачиваем вязание и опять начинаем вязать наше ушко и будем убавлять. Первая петля у нас лицевая, затем вторая и третья с вами снимаем сначала ее, разворачиваем третью петлю. Здесь у нас петля, она смотрит нормально, ее не нужно разворачивать. Разворачиваем только третью петлю и провязываем 2 вместе лицевой. И дальше провязываем ряд до того момента, пока у нас не останется 3 петли. Вот дошли, 2 петли, вторую, третью провязываем вместе и последнюю провязываем лицевой. И вот таким образом вяжете, продолжаете вязать ушко
и убавляете до тех пор, пока на спице, на обеих спицах, на первой спице не останется 4 петли и на второй спице тоже не останется 4 петли. Итак, я закончила убавление. Вот что у меня получилось. Такое вот ушко. Здесь у меня на спицах осталось на первой спице 4 петли и на второй спице 4 петли. Сейчас один ряд мы с вами провяжем без убавления, просто лицевыми петлями. Так, вот мы провязали с вами один ряд лицевыми петлями. Теперь нам нужно с вами вот эти 8 петель сократить до 4 и одновременно перенести их на другую спицу. Вы можете взять чулочную спицу такого же размера, каким вязали шапочку. У меня это размер спиц номер 3 миллиметра. Но так как у меня нету чулочной спицы, я возьму круговые спицы, тоже 3 миллиметра. Итак, каким образом мы будем с вами переносить и одновременно убавлять? С первой спицы снимаем петлю, затем со второй спицы провязываем первую петлю и продеваем ее сквозь снятую петлю. Это вот так мы первую петельку с вами. Затем следующую петлю с первой спицы и со второй спицы провязываем вместе лицевой петлей. И эти две петельки снимаем с двух спиц. Следующий опять с первой спицы петелька, со второй и провязываем вместе лицевой. Мы провязали вместе лицевой и эти петельки с двух спиц сняли. Следующие опять последние петельки у нас остались, значит, с первой спицы и со второй провязываем 2 вместе лицевой. Вместе лицевой и сняли. Все, эти спицы нам уже больше теперь круговые не нужны, мы их можем убрать. Вот мы с вами сняли на одну спицу и одновременно убавили. Вот 4 петельки у нас теперь. Теперь из этих 4 петель мы с вами будем вязать вот такой вот жгут или веревочка, полый шнур он еще называется. Каким образом вяжем? Проталкиваем спицу таким образом и вяжем первую петлю, берем и захватываем ниточку и провязываем эту петельку лицевой петлей. Здесь немножко подтянули. И теперь следующие 3 петли также провязываем лицевыми. Все, провязали. Теперь опять так вот проталкиваем спицу. И начинаем заново. Первую петлю вяжем лицевой, подтягиваем немножко здесь ниточку и следующие 3 петли также вяжем лицевыми петлями. Провязали, опять проталкиваем спицу и так продолжаем вязать.
опять протолкнули спицу. И вот таким образом вяжете нужную вам длину веревочки. Вот я здесь связала, не знаю, наверное, не мерила, наверное, сантиметров 20. Вы смотрите, какая вам длина нужна жгутика, такую вяжете. Затем, когда свяжете нужную длину, вот здесь вот все 4 петли провяжете вместе лицевой и затянете узелочек. Ну вот я связала до конца шнурок, убрала все ниточки, спрятала кончики. Вот такая шапочка у меня получилась. Посмотрите, какая она воздушная, легкая. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте подключить колокольчик, чтобы он извещал вас о новых видео, которые выйдут на моем YouTube канале. Большое спасибо, что вязали со мной вместе эту шапочку. Подписывайтесь на мой канал. Вяжите вместе со мной, вяжите по моим мастер-классам. До новых встреч!